Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем анализировать с точки зрения технических параметров яхту CNC-35 версии 1. Годы выпуска 1969-1973. Первоначальное название модели Red Wing 35, в переводе «Красное крыло». Эта модель сама по себе достаточно известна в яхтенном мире. Для нас же дополнительный интерес представляет то, что в 2011-2014 годах на лодке этой модели совершил свое кругосветное путешествие известный яхтсмен и блогер Сергей Морозов на яхте Hikari CNC-35 1972 года выпуска. Это путешествие он описал в книге «Когда кричит горизонт» и на своем YouTube-канале. Краткая история яхтенной верфи CNC Yachts. CNC Yachts – самый крупный производитель парусных судов в Канаде. Была названа в честь двух партнеров-основателей – Джорджа Кадберстона и Джорджа Кассиана. CNC Yachts была производителем однокорпусных парусных лодок из стекловолокна с производственными мощностями в Канаде, Германии и США. CNC спроектировала и построила полный спектр крейсерско-гоночных лодок, а также индивидуальных проектов и мелкосерийных гоночных и круизных лодок. Лодки CNC варьировались по размеру от 21 фута до 67 футов. CNC также произвела линейку круизных лодок Blue Water от 35 футов до 48 футов под своим брендом Landfall. CNC была основана в 1969 году в Канаде в результате совместного предприятия нескольких компаний и дизайнерских групп. На пике своего рыночного успеха компания обеспечивала 50% рынка Канады и 20% рынка США. Репутация CNC была основана на ее успехах в гонках. Каждый канадский претендент на Кубок Канады в период с 1969 по 1978 год был продуктом CNC. К началу 1980-х годов CNC оказалась в авангарде парусной индустрии, как благодаря своим парусным характеристикам, так и успеху в бизнесе. CNC построила более 7 тысяч лодок с момента своего основания в 1969 году. Самый высокий показатель был достигнут в 1984 году, что поместило компанию в тройку лидеров североамериканских производителей парусных судов наряду с Hunter Marine и Catalina Yachts. В сентябре 1990 года компания была передана в конкурсное производство. В 1992 году все активы CNC Yachts были куплены судоходными магнатами из Гонконга Энтони Ку и Фрэнком Чоу, и компания получила новое название CNC Yachts International. 21 апреля 1994 года на фабрике произошел пожар, полностью уничтоживший производственную линию, большую часть инструментов, рекорды и планы. Пламя поглотило производственные навесы CNC и блочный склад, в котором размещалось производственное оборудование и материалы из стекловолокна. Огонь уничтожил 40 форм и строящиеся лодки, в том числе 3 CNC-51. Страхование компании покрыло лишь небольшую часть убытков, и в 1996 году земля, инструменты для лодок и торговые марки были проданы. В 1996 году бренд CNC и его интеллектуальные материалы были приобретены Fireport Yachts, создателями Tartan Yachts. Начиная с 1997 года CNC Yachts представила 4 новые модели CNC-99, 110, 115 и 121, выпустив более 150 лодок. В сентябре 2013 года компания Watercraft объявила, что выкупила права на бренд CNC у Tartan и возьмет на себя производство всех новых моделей CNC, начиная с осени 2013 года. В июле 2017 года Watercraft вступила в конкурсное право на продажу своих активов, но к лету 2018 года покупателя так и не нашлось. Веб-сайт CNC был закрыт, а производство двух последних моделей Redline 41 и CNC 30 One Design прекратилось.
Так завершился долгий и славный путь яхтенной верфи CNC, оставив после себя огромное наследие не только в виде множества яхт, бороздящих моря и океаны, но и огромного количества инноваций в яхтостроении, которые стали стандартом во всем мире. Итак, CNC-35 версия 1, она же Red Wing 35. Годы выпуска с 1969 по 1973. И как обычно, напоминаю, что на канале «Идеальный круизер» мы анализируем модели яхт, сравнивая их с математической моделью идеального круизера Джона Холтропа. Это дает нам возможность, опираясь на цифры, оценивать рассматриваемые модели яхт с точки зрения конструкторского замысла и сферы оптимального их использования. Джон Холтроп, морской инженер и конструктор, на основании анализа более 400 проектов известных яхтенных конструкторов составил так называемый эталонный проект крейсерской яхты. В эталон также вошли показатели, предложенные Яхтенным гоночным союзом США и обществом морских инженеров SNAME. CNC-35 создана на основе Invider 35. Материал корпуса – Fiberglass. Палуба Fiberglass с базовым сердечником, тип парусного вооружения шлюп, тип киля Финкил, дизайн Кадберсон и Кассиан. Длина корпуса максимальная 34,58 фута. Длина корпуса по КВЛ 27,5 фута. Ширина корпуса максимальная 10,58 фута. Осадка 5,25 фута. Водоизмещение 10 500 фунтов. Площадь парусности 576 квадратных футов. Посмотрим, что на индикаторе. Зеленая зона – это значение, соответствующее значениям для идеального круизера. Левый зеленый флаг – минимальное значение эталона. Правый зеленый флаг – максимальное значение эталона. Прогресс отображает значение показателя на индикаторе. Цифра справа – значение показателя. Первый расчетный показатель – фактор энерговооруженности. Чем легче судно и чем больше площадь парусности, тем выше этот показатель. Для CNC-35 версии 1 значение равно 19,29. Это существенно выше, чем у эталона. Уверенный плюс за условный драйв. Следующий показатель – фактор водоизмещения. По своей сути показывает отношение водоизмещения к длине яхты с учетом коэффициентов. Значение 225,39 означает, что лодка сравнительно легкая. Это характерно для лодок, участвующих в гонках, плюс к условному драйву. Фактор комфортности. Чем больше значение этого показателя, тем мягче и комфортнее лодка движется в море. Для CNC-35 версии 1 значение этого показателя 23,66, что значительно меньше, чем у эталона идеального круизера. Конечно же, это плюс к условному драйву. Риск опрокидывания. Очень важный фактор, характеризующий безопасность лодки. В нашем случае значение равно 1,87, что характерно для лодок со спортивным характером, плюс к условному драйву. Фактор балласта. Это один из показателей остойчивости. Рассчитывается как отношение веса балласта к водоизмещению. Значение 0,48 больше значения эталона. Это значит, что отдается предпочтение остойчивости веса, а не остойчивости формы. Стройность корпуса. Характеризует относительную ширину корпуса. Рассчитывается как отношение максимальной длины корпуса к его ширине. Для крейсеров более характерны умеренно стройные корпуса. Эталонный показатель равен 3,4. Для CNC-35 версии 1 этот показатель равен 3,27 и почти попадает в значение эталона, плюс в сторону условного комфорта. Скорость корпуса. Расчетная скорость корпуса для водоизмещающего судна зависит от длины корпуса по ватерлинии.
обычно определяется как максимальная скорость, развиваемая водоизмещающим судном при разумной мощности 2-3 лошадиные силы на тонну. В нашем случае она равна 7,3 узла, что маловато для идеального круизера. Плюс в сторону условного комфорта, так как к условному драйву такое значение отнести никак нельзя. Фактор скорости. Для эталонного проекта крейсерской яхты лежит в диапазоне от 1,6 до 1,8. Для лодок со значительной парусностью и небольшим водоизмещением фактор скорости больше единицы. Для имеющих недостаточную площадь парусов или излишне тяжелых лодок он меньше единицы. Для CNC 35 версии 1 значение равно 1,15. Это высокий показатель. Еще один плюс за спортивный характер лодки. Момент инерции. Чем выше значение момента инерции, тем выше сопротивление раскачивающим усилиям. Значение 290 218,96 фунта умноженное на фут квадратный – это очень низкое значение для круизной яхты и вполне нормальное для гоночной, плюс к условному драйву. Период бортовой качки. Чем остойчивее судно, тем меньше у него период бортовой качки. Для эталонного проекта крейсерской яхты лежит в диапазоне от 3,72 до 4,38. Лодки с периодом меньше 4 секунд считаются чрезмерно остойчивыми, а с периодом больше 8 – валкими. Для CNC 35 версии 1 период равен 2,78 секунды. Яхта чрезмерно остойчивая. Показатель остойчивости. Эмпирический показатель, описывающий влияние периода бортовой качки и ширины корпуса на остойчивость. Остойчивыми считаются лодки со значением до 1 единицы, валкими со значением более 1,5 единиц. Значение 0,86 меньше, чем у эталона, плюс к условному драйву. Ускорение бортовой качки. Значение до 0,06 G – это значение, практически не оказывающее влияния на человека. Свыше 0,06 G считается нежелательным для крейсерских яхт. Свыше 0,1 G начинается недомогание. Уровень свыше 0,18 G считается недопустимым. Для CNC 35 версии 1 значение ускорения бортовой качки равно 0,1 G. Это очень неплохое значение для относительно легкой лодки, хотя и находится в зоне значений, нежелательных для крейсерских яхт и на грани значений, с которых начинаются недомогания. Подведем итог по CNC 35 версии 1 1969-1973 годов выпуска. Рейтинг идеального круизера для CNC 35 версии 1 по набранным баллам 7,57. Нет никакого сомнения в том, что эта прекрасная яхта и в годы своего выпуска была одной из лучших и заслуженно пользовалась большой популярностью. На сегодняшний день является хорошим бюджетным вариантом собственной яхты. Но использовать ее для длительного проживания или длительного круиза целесообразно только в случае ограниченного бюджета или если комфорт не в приоритете. CNC 35 версии 1 создавалась как гоночная лодка и для непродолжительных круизов. Как мы помним из истории верфи, CNC выпускала специальную линейку яхт для круиза под своим брендом Landfall. В топ-10 рейтинга «Идеальный круизер» CNC 35 версии 1 занимает 4 место. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Если вас интересует какая-то лодка, напишите в комментариях, и я подготовлю выпуск по интересующей вас модели. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале «Идеальный круизер».